Самарская региональная общественная организация «Свежий ветер». И я приглашаю на эту сцену председателя этой организации Копылова Юлия. Юлия, здравствуйте. Вот она идет, красивая белая майка, красивая девушка, поэтому мы сейчас у нее узнаем, что такое «Свежий ветер», как мы взаимодействуем с ними, что мы делаем. В общем, вам слово. Благодарю. Дорогие друзья, я вообще хочу сказать вам спасибо всем, кто принимает участие в нашей главной акции. Это акция «Благодарю». И внизу стоит наш контейнер, куда вы отдаете вещи. А сегодня Белла Анатольевна передо мной говорила очень много хорошего про экологические проекты, что нужно меняться, а нужно отказываться от чего-то. Но мы, в принципе, очень... Многие вещи не можем избежать, мы не можем покупать новые вещи, особенно когда у вас растут, допустим, детки какие-то, да, мы что-то можем взять, что-то чем-то может меняться, но да, мы все равно покупаем, и вопрос, куда потом это все отдавать. Я председатель общественной организации «Свежий ветер». Долгое время мы проводили просто субботники. Но в году 12 месяцев, 3 из которых можно проводить субботники, это летние, а весна, осень, понимаете, погода, зима, какие субботники. Мы подумали, что мы можем реально сделать в плане экологии, не говоря, что давайте что-то делать в плане экологии, опять ничего не делать. Мы создаем инфраструктуру по сбору вещей у населения, мы расставляем контейнеры. У нас сегодня контейнеры в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, открыты гуманитарные центры в Самаре, Тольятти, где у нас больше 2000 благополучателей, это зарегистрированные малоимущие, многодетные, погорельцы, семьи, где есть инвалиды, которые берут эти вещи, которые вы отдаете бесплатно, а часть вещей у нас идет в приюты для животных, и часть вещей у нас можно взять людям, которые не являются нашим благополучателем, ну, допустим, как Белла Анатольевна является таким защитником нашей природы, и они хотят как-то меняться, они могут взять это за пожертвование. А сейчас мы на стадии открытия интернет-магазинов, где будут разные экологические товары, в том числе переделанные ваши вещи. И также мы еще запустили направление кастомайзинг одежды. И здесь Мега наш партнер, можно приходить и бесплатно на наши мастер-классы. Мы вместе с вами разрисовываем вашу одежду, перешиваем вашу одежду. У нас уже были выступления, у нас был большой показ моды Cool Custom в сентябре. Вот. 7 декабря здесь, на этой площадке, будет первый областной фестиваль экологической моды. Со всей Самарской области я собираю людей, которые перешивают одежду, либо используют свои одежды натуральные ткани. Вы все можете прийти. Я сейчас работаю с хедлайнерами, пока это все в секрете, кто у нас будет на этом мероприятии. Поэтому если вы шьете принципиально из натуральных тканей, значит, вам нужно к нам. Если вы шьете одежду перешиваете одежду, это вам тоже значит к нам. А если вы хотите просто какой-то написать проект, у вас есть идея, но вы не знаете, как написать проект, как из идеи сделать проект, а потом получить на это грант, вам тоже нужно зайти на сайт благо-самара.ру, найти меня, и я вас проконсультирую, где взять грант, где взять субсидию, как сделать проект. Я думаю, будет это очень интересно для молодежи, потому что молодежь, она очень активная, на активность всегда нужны какие-то дополнительные средства. Этим тоже занимается наша организация. Поэтому вас я всех благодарю, задерживать ваше внимание долго не буду. Я думаю, вам все и так ясно. Проект «Благодарю». Большое спасибо за внимание, большое спасибо за ваши вещи, что вы их не выкидываете, а даете нам.